Привет всем фанатам биатлона! С вами разработчики Angel Biathlon, и в этом видео мы расскажем вам о том, что планируется на следующее обновление, когда оно будет выпущено и вообще о том, в каком направлении мы планируем развиваться. Как вы все уже знаете, сейчас самая актуальная версия игры — это Альфа 4, в которую было добавлено очень существенное нововведение — это режим турниров. Этот режим значительно разнообразил игровой процесс, так как теперь есть борьба за большой хрустальный глобус, зачеты Кубка мира, медали чемпионатов мира, то есть появились первые элементы режима карьеры, который, по мнению вас, наших подписчиков, больше всего остального нужен в игре. Но турниры в игре пока что только одиночные. То есть вы проходите, к примеру, один сезон Кубка мира или играете один чемпионат, и на этом турнир заканчивается, нет возможности продолжать карьеру за вашего персонажа. И кроме того, многим игрокам хотелось бы, чтобы эти турниры были объединены, то есть чтобы чемпионат мира проходил после нескольких этапов Кубка мира, и после него кубок продолжался. И поэтому в следующем обновлении Angel Biathlon мы планируем добавить первую версию полноценного режима карьеры, и сейчас мы расскажем, что он будет из себя примерно представлять. Планируется, что карьера будет состоять из нескольких лиг спортсменов. Спортсмены в лигах изначально будут распределяться по их характеристикам. То есть наиболее сильные биатлонисты бегут Кубок мира и Чемпионат мира, а те, у кого характеристики поменьше, будут участвовать в Кубке IBU и Чемпионате Европы. А еще менее прокачанные атлеты будут бегать, к примеру, в Кубке юниоров и юниорском чемпионате. После каждого сезона спортсмены, которые показали самые лучшие результаты, будут переходить в лигу выше, а те, кто выступал плохо, наоборот, будут переходить в турнире менее высокого уровня. То есть будет постоянная ротация биатлонистов между лигами, и те, кто бегает на Кубке IBU, будут иметь возможность добраться на Кубок мира за счет хороших выступлений. Скорее всего, когда вы только начнете карьеру, вы будете бегать, например, на Кубке юниоров, и вам нужно будет выиграть сначала его, а потом перейти в Кубок IBU, там показать хорошие результаты, и после этого вы попадете на Кубок мира, где уже будете бороться за большой хрустальный глобус с другими самыми сильными биатлонистами. Количество сезонов в принципе ничем не будет ограничено. Нам поступали предложения добавить в игру возраст спортсмена, чтобы с возрастом характеристики персонажа падали. Нам эта идея понравилась, но в первой версии карьеры этого скорее всего не будет, так как чтобы автоматически изменять характеристики спортсмена в течение сезона, нужно провести очень много тестов и проанализировать очень большое количество результатов гонок на разных уровнях сложности. Мы, кстати, рассказывали в одном из наших видео про тестирование характеристик. Если вы его еще не видели, то ссылка будет в описании. Поэтому в Альфа 5 ограничения по возрасту скорее всего введено не будет, и вы сможете бегать за своего спортсмена столько сезонов, сколько вам захочется. Конечно же, по окончании сезона будут подводиться итоги Кубка. Все титулы и награды, которые вы выиграете, они будут сохраняться в специальном разделе, и можно будет делиться своими достижениями в комментариях в социальных сетях. Мы призываем всех подписчиков быть активными в этом плане, так как каждый играет как-то по-своему, и мы, как разработчики, можем подчеркнуть для себя новые идеи из ваших сообщений. Что ж, теперь давайте поговорим про спортсменов, которые будут задействованы в режиме карьеры. После выхода видео про версию Альфа 4 нам поступило и до сих пор поступает очень много заявок на создание спортсменов. Сейчас в игре есть 152 биатлониста, это практически в 3 раза больше, чем было в первой альфа-версии. А в следующем обновлении уже запланировано добавить еще 50 человек. Как мы уже говорили, на создание одного спортсмена уходит в среднем 40 минут. И поэтому, так как выполнить все заявки не получится чисто физически, мы добавляем наиболее значимых для игры биатлонистов. В первую очередь это действующие спортсмены, выступающие на Кубке мира и показывающие там хорошие результаты. Но также мы не забываем и про заказы на уже завершивших свои карьеры спортсменов. Поэтому в следующей версии можно ожидать появления таких легенд биатлона, как Рафаэль Пуаре, Михаэль Грайс, Свен Фишер, Магдалена Форсберг. Кроме того, очень вероятно, что в игре появится возможность создания своего персонажа. И если мы успеем добавить такую функцию, то каждый игрок сможет создать в игре себя и стать чемпионом в Angel Biathlon уже под своим именем. Также здесь стоит сказать, что вопрос об увеличении количества спортсменов в одной гонке с 21 до 30 человек пока что остается открытым.
Возможно, мы сделаем отдельное видео на эту тему, где покажем, в чем заключается сложность добавить больше спортсменов в одной гонке. Еще один из самых частых вопросов – это про комментатора в игре. Здесь стоит сказать, что мы не хотели бы добавлять в игру что-то сильно недоработанное. А если говорить про полноценные комментарии, которые действительно хорошо дополняли бы игровой процесс, то это очень сложная задача, и если браться за нее, то все остальные работы по игре будут надолго отложены. Поэтому введение комментатора в игру пока что под вопросом. Многие подписчики просят добавить церемонию награждения, и это вполне понятно. Награждение неплохо дополнит игру атмосферой реального биатлона. У нас уже есть некоторые наработки в плане анимации для вручения наград. Некоторые из этих наработок вы уже видели в наших предыдущих видео про Большой Хрустальный Глобус и в новогоднем выпуске. Поэтому мы планируем добавить церемонии награждения в игру, но скорее всего они будут не в следующем обновлении, так как сейчас самой важной задачей все-таки является режим карьеры. Теперь по поводу того, когда выйдет следующее обновление. Возможно, перед выходом Альфа 5 будет выпущена промежуточная версия Альфа 4.1, в которую мы добавим динамический показ стрельбы на огневом рубеже, который тоже просили многие подписчики. И также будут некоторые изменения по турнирам. В частности, можно будет пропускать гонки, и календарь турниров будет создаваться немного по-другому. Это промежуточное обновление планируется на февраль. А Альфа 5, скорее всего, будет выпущена в начале марта, как раз к открытию чемпионата мира по биатлону, который в этом году пройдет в шведском Эстерсунде. Точные даты выхода обновлений мы объявим позднее, а пока что пишите в комментариях, что еще бы вы хотели добавить в игру. Может быть, именно ваша идея будет реализована в следующем обновлении. Ставьте лайк этому видео, если ждете Альфа 5, и подписывайтесь на наш YouTube канал. Спасибо за просмотр, еще увидимся.